Иногда самое худшее в отношениях с нарциссом — это даже не сам конфликт с ним, а то, что в какой-то момент ты понимаешь, что он настраивает против тебя все ваше окружение, там, родственников, знакомых. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр-психотерапевт. Сегодня мы с вами поговорим о том, что же важно делать в ситуации, если ты понимаешь, что ты, находясь в отношениях с человеком с ярко выраженными нарциссическими чертами, оказываешься в ситуации, когда он настроил все ваше окружение против тебя. Если эта тема интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первое, что вам нужно сделать в такой ситуации, это понять и принять, что это такая очень распространенная стратегия поведения человека с нарциссическими чертами. Когда вы еще с ним общаетесь и вроде бы как все хорошо, он изначально начинает готовить ваше окружение к возможному будущему конфликту, опираясь на свой предыдущий опыт построения отношений. Он может говорить иногда о вас что-то нехорошее, что вы там эмоционально не сдержаны, иногда агрессивны. Бывает, он каким-то вот вашим родственникам начинает говорить, что вот знаете, она, я заметил, все чаще начинает выпивать алкоголь, а вы там пьете вино, ну, когда-никогда там по праздникам. Вот он обязательно это подчеркнет. Или там в какой-то момент она накричала на ребенка, или в принципе накричала на кого-то где-нибудь там в ресторане. Он берет это, вырывает из контекста и как бы такие сеет зерна вот этого вот сомнения у окружающих. Когда у вас возникает конфликт, ваше окружение уже подготовлено, они все уже как будто бы по умолчанию на его стороне в такой ситуации. Вторая вещь в такой ситуации, вам не нужно стараться немедленно оправдаться, потому что понятно, что в эмоциях вы находитесь, когда вот вы только что узнали, что про вас нарцисс там всем наговорил какие-то гадости, вы начинаете оправдываться. Пишите длинные сообщения, говорите, давай с тобой встретимся, я тебе все объясню. Оправдание выглядит как подтверждение обвинения. То есть ты оправдываешься, если ты не виноват, что ты так горячо оправдываешься. Особенно если вы делаете это очень эмоционально. Поэтому очень важно понимать, в каких вы находитесь эмоциях, как-то их обработать. Опять же, если вы понимаете, что самостоятельно сохранять эмоциональную устойчивость вам в некоторых моментах бывает сложно, можете обратиться на консультацию для того, чтобы как-то поработать с тем, что делать со своими эмоциями, как их обрабатывать, как их замечать, как их отреагировать. Чтобы вы не поступали сгоряча. Потому что в такой ситуации, как только ты начинаешь оправдываться, ты в этой ситуации играешь на руку нарциссу. Третья вещь. Вам нужно придерживаться своей линии поведения и вести себя спокойно. Чтобы ваше поведение было вот против слов нарцисса, с которым вы общаетесь. Предположим, вот ваш партнер, человек с нарциссическими чертами, кому-то из ваших знакомых сказал такую вот версию, что вот мы с ней ссоримся часто, да, но мы ссоримся с ней из-за того, что она стала чаще выпивать, она эмоционально какая-то неуравновешенная, и она провоцирует конфликты. Конечно, это может воздействовать на ваших знакомых, как какой-то такой шок. Они могут подумать, как это так, вот мы такое просмотрели, и вот непонятно, что действительно могут подумать, что у вас есть какие-то проблемы. Но если вы с ними, предположим, общаетесь, там, пускай раз в неделю, раз в 2 недели вы видитесь, и они, общаясь с вами, видят, что вы общаетесь нормально, что вы эмоционально уравновешенные, ваши реакции адекватны эмоционально той ситуации, в той теме, о которой вы говорите. По вам там не видно, что вы пьете, потому что всегда же можно заметить. То в таком случае вот эта вот объективная реальность, то, что они видят своими глазами, оно будет не сочетаться с этой, по сути, напрасленной, с этой клеветой нарцисса. И все эти его слова, они просто развалятся. Но нужно какое-то время выждать, и вам нужно сохранить это спокойствие и приверженность своей линии поведения. Четвертая вещь, с которой вам нужно смириться, это что вы потеряете часть людей. То есть, если нарцисс настроил против вас все ваше окружение, не знаю, там и на работе, и родственников, знакомых, есть вероятность, что часть людей вы потеряете. Это могут быть люди, которые от него зависимы, там, эмоционально, как-то финансово. Люди, которые сами имеют нарциссические черты, и им важно, уязвимый нарцисс может греться в лучах грандиозного нарцисса. То есть часть людей, чьи отношения с вами для них не столь важны, как отношения их с этим нарциссом, они, возможно, и останутся на его стороне, потому что им удобнее сохранять, видеть такую картину мира. Поэтому важно понимать, что в этой ситуации, возможно, часть людей вы потеряете, но те люди, которые ваши, они останутся с вами. Пятая важная вещь: в такой ситуации вам нужно перестать играть в эту игру. Потому что люди с ярко выраженными нарциссическими чертами, им очень важно, чтобы снаружи было как можно больше внимания к ним. Они тогда вот таким внешним образом чувствуют себя живыми. Представьте себе такую ситуацию. Мужчина с ярко выраженными нарциссическими чертами встречается с женщиной, и вот в какой-то момент он ее родственникам говорит, что у нее проблемы ментальные. Она себя ведет эмоционально неустойчиво, она вообще какая-то непредсказуемая. Естественно, что родственники будут переживать, они будут волноваться, они будут ему перезванивать, спрашивать, что ж там такое, он будет получать внимание. Очень скоро эта женщина его узнает, что он наговорил вот эти все гадости. Она, конечно, будет возмущена, у нее будут эмоции, она может будет плакать, злиться.
пытаться его как-то оскорблять, обвинять. Опять же, он находится в центре внимания. Это ситуация, когда нарцисс закручивает такую драму, трагедию даже, где он находится в центре внимания, постоянно вот какие-то вот вопросы происходят. Вам нужно понять, что эта игра, она не ваша, если это действительно так. И в таком случае постараться вот эти прямые какие-то коммуникации с нарциссом максимально уменьшить. То есть, если он вас начинает как-то, не знаю, провоцировать, не идти на провокации. Если он начинает вас оскорблять, не отвечать на эти оскорбления. Потому что каждый ваш ответ, это как бы переход на новый уровень этой эскалации. Самая тяжелая часть этих переживаний, когда вдруг ты понимаешь, что все твое окружение настроено против тебя, это такое острое, звенящее чувство несправедливости, когда это нечестно. Вот все люди ошибаются по поводу меня, и в таком случае, во-первых, ты чувствуешь эту несправедливость. Мнительные люди в такой ситуации могут вообще начать сомневаться в себе. Вот все люди про меня считают, что я не окей, может быть, я действительно не окей. Не может же быть так, чтобы все вот ошибались, а я был прав. Бывает такое, что происходит провал самооценки. В таком случае вам важно, чтобы у вас была поддержка. То есть, если в вашем окружении есть человек, с которым у вас есть такие стабильные, крепкие, ценные отношения, ценные для вас обоих, человек, который останется на вашей стороне в любом случае, то это очень важно. Если вы понимаете, что вы оказались вот в этой ситуации, такой травли со стороны вашего близкого окружения в одиночестве, то вы можете обратиться на консультацию к специалисту, чтобы получить профессиональную поддержку. Так, у меня под каждым видео есть ссылки на мои соцсети, вы мне можете написать личное сообщение, мы с вами договариваемся и работаем. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас был такой сложный опыт общения с человеком с ярко выраженными нарциссическими чертами, оказывались ли вы в ситуации, когда вот нарцисс настраивал против вас все ваше окружение, что вы испытывали в такой ситуации и каким образом вы эту ситуацию вообще разрешили, что вы делали. Я вам буду очень благодарен, если вы поделитесь собственным опытом. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, берегите себя и своих близких и до встречи в следующих выпусках.